Привет, Варя, очень рада тебя видеть. Скажи, пожалуйста, как у тебя дела, как у тебя настроение, как у тебя день прошел, как проходит твоя осень? Привет, привет. У меня дела вообще супер, отлично. Осень у меня проходит тоже неплохо, так как я сейчас сижу только дома. Грубо говоря, все, что я делаю, это просыпаюсь, сажусь за компьютер, играю в радугу и ложусь спать. В общем, насыщенный день. Хотела узнать, расскажи, пожалуйста, вот нашей аудитории и в целом о себе. Вот кто такая Керриган? Ну, скажем так, если касается компьютерных игр, то начала играть очень давно, лет 10 назад. Вообще, я не помню, как это произошло. В радугу начала играть года 4 почти уже назад, да. В комьюнити, вот в том, в котором сейчас нахожусь, это тоже года 1,5, наверное. Хороший вопрос. Какая-то девочка из интернета, бущенная. Вот. Откуда вообще пошел этот мем про бущеную? Про бущеную? Ну, в прошлом сезоне, получается, взяла чемпа в радуге, и просто все, ну ладно, не все комьюнити, есть адекватные люди, начали говорить, мол, вот. Короче, банальный стереотип, то, что девочки хорошо не играют, и все, что могут девочки, это сидеть на каких-нибудь низких званиях с низким КД. Наверное, пошло из-за того, что играют, так сказать, не самыми ноунеймами, вот, постоянно, и люди думают, что, блин, вот, бущеная. Давай немного вернемся в начало. Ты сказала, что где-то 4 года назад начала играть в радугу. Тогда это почти самое начало, почти расцвет, скажем так, игры. Ну, да. Скажи, чем она тебя тогда привлекла в тот момент? Ой, привлекла своей уникальностью, потому что в тот момент я играла в Warface, во что я тогда еще играла? В CS-ку. А тут на ютубе увидела вроде видос Дениса Карамышева, думаю, многие знают. Вот, и там были смешные нарезки по радуге, и я такая думаю, блин, а почему бы не купить? Тогда еще был сезон Химера и Outbreak, и тогда был прям всплеск популярности, тогда очень сильно вырос онлайн, чуть ли там не до 200 тысяч, и тогда еще была скидка 300 рублей, мне тогда вообще не было денег. Я такая помню, блин, мам, дай, пожалуйста, 300 рублей. Она такая, на что? Я такая, ну вот на игрушку. Она такая, Варь, своими играми уже меня задолбала. Вот, но в итоге я купила. Я помню, когда я только купила, я вообще в нее не играла. Что-то там не понравилось. Ну, это знаешь, как с сериалами, то, что первый раз начинаешь смотреть, они тебе не заходят, а потом пару раз хватает пересмотреть, и такой, блин, захватывает. Вот мне то же самое с радугой. Потом нашла ребят, с кем поиграла. Тогда я на Рашке Rainbow Six Russia сервер в Дискорде сидела, играла. Тоже много внимания, тогда было очень мало девочек. Я захожу на сервак, там сразу, блин, это что, девочка? О, боже мой! Вот, нашла ребят, с кем было комфортно играть, и сидела. Мы играли так, друзья, один казуал сплошной. Ну и прям любовь к игре появилась, вообще выйти из нее не могла. Я поняла, то есть в чем причина твоей любви? Скажи, почему это ни КС, ни Дота, ни Overwatch, который там плюс-минус, может быть, похож все-таки на нее? Почему не они? Они не то чтобы плюс-минус похожи, мне кажется, это они похожи, вот как иногда сравнивают радугу с Дотой. Но похожи не только тем, что у каждого персонажа там свои механики, вот это вот все, там тимплей и все дела. Вот КС — это игра, в которой нужен только АИМ, и, ну, понимание, да, а в радуге этот АИМ и понимание дополняется еще кучей разных персонажей, у которых все свои обилки, которые каждый сам с собой пересекается, и очень сложно, очень высокий порог входа в игру, ну, как в Доту, в принципе. Я тоже пыталась начать играть в Доту, но это уже другая история. Вот, игра очень сложная, наверное, меня этой сложностью она привлекла. Ну, и людьми, в классной компании тогда у меня была, и мы сидели, играли, общались. Слушай, ты говоришь про сложности, а что для тебя до сих пор сложным остается? То есть для новичков это свои сложности, для киберов тем более это там одни, для просто хороших игроков другие. Для тебя вот что является сложностью в радуге? Для меня сейчас главная сложность — это пинг, потому что французов просто невозможно перестрелять. С точки зрения механики я понимаю все, там, АИМа, ну, может, АИМа нужно потренировать,
Вот. Античит и пинг, все. Это как игроку. А в плане механик я все знаю, все фишки. Ну, конечно, все знать невозможно, но, Да. так скажем, да, Чем ты тренировки АИМа пользуешься? ничем. Ни АИМ-лаб, ничего. Нет, я просто играю и все там сутками просижу. Ну, по обычным ранкеде и все. Иногда там смотрю какие-нибудь видосики с поэта, пытаюсь повторить. Смотришь и пытаешься копировать там мувмент и вот эти вот все фишки. Конечно, как у этого человека не получится, потому что он гений какой-то. Вот, но Все мы все играют начинающие по-разному. гении. да. Я вот тоже сижу, учу виллу и понимаю, что вот киберспорт не за горами уже у меня прям. Не, вилла — это худшая карта. Скажи, у тебя какое первое достижение было именно в киберспортивной Rainbow Six? То есть не в игре, а в киберспорте, что начало тебя вот хочу двигаться дальше, вот это прям зарядило тебя дальше идти. Не то чтобы у меня есть цель там идти куда-то дальше по киберспорту, но вот, наверное, первый женский турик. Вот мы играли в Female. Мы тогда заняли вроде 3-е место, тогда еще были европейские команды, это вот было R6 Female, тогда были не только русские, еще и европейские. Там была команда Endpoint, и они очень много тренировались, пракались, и у нас прям цель была их выиграть, но так получилось, что мы играли BO3, это были плей-оффы. Одну карту сыграли 7-5, выиграли, и вторые 2 проиграли. Короче, была цель их обыграть на следующем женском турике. Но так получилось, что в женском следующем турике они не участвовали, там были одни русские девочки. Насколько, не знаю, тебе известно, все следующие женские турики мы выиграли. Да, я в курсе. Вот. Сейчас цель вот именно в плане киберспорта, наверное, я сейчас играю на данный момент Project Arena, вот это вот Opportunity League, там с Just God сотрудничество. Вот тоже чисто женский турнир, но он Круто. больше на европейскую аудиторию рассчитан. Вот. Если выиграть, будет прям офигеть. Прорыв. Из каких-то женских турниров какой ты можешь больше всего вспомнить? Вот для тебя он был самым таким значимым. Самый значимый, наверное, вот самый последний женский турнир. Почему он тебе запомнился? Скажи, пожалуйста. Потому что играла, во-первых, с девочками, с которыми очень давно хотела поиграть. Это и Маша Марьёк, и Даша Фокс. В общем, у нас была очень такая классная команда. Все друг друга знали, любили, ценили. Сама атмосфера в команде была очень дружеская. И мы были уверены, что мы его выиграем. Собственно, мы его и выиграли. Больше запомнилась не сама победа, а вот именно участие. Ты можешь сейчас вспомнить, сколько команд ты сменила за свою карьеру киберспортивную, скажем так? Ну вот сейчас играю в 3-й, получается. Сейчас играю чисто в европейской команде. Кто тебя поддерживает, допустим, когда вот что-то происходит? Обычно у киберспортсменов, у многих часто бывает, что проиграли, все, кошмар. У нас такого нету, чтобы вот проиграли все кошмар. Но у меня есть друзья, с которыми я сейчас общаюсь, это конкретно ребята там из Армела, не из Армела. Ну, в общем, которые говорят, Варя, вы там всех выиграете, то, что мы знаем, какая-то там классная. Вот, ну, именно поднимают, так скажем, не то чтобы самооценку, а дух, боевой настрой. То, что говорят там, ну, на одном поражении, в общем, нельзя останавливаться и... Ну, я тебя поняла, да. Вот можешь чем-то им сказать что-нибудь своим друзьям? Может, они посмотрят и слышат тебя. Хочу сказать то, что Андрей Гесферин лучший психолог, вот, а ребята из МА4 самые классные кентики. Да, кстати, вот по поводу этой ситуации с ребятами из РМЛ, можешь прокомментировать как-то, пожалуйста, эту ситуацию? Блин, я даже не знаю, как это прокомментировать, честно. То есть я даже немного напомню, что за Мафор игрока Шиш играл другой киберспортсмен на своем компьютере. Файлы МОС это показали, ребята признались. Но, насколько я помню, там была немного замешана и другая команда, которая решила проверить МОСы. Обычно у нас наш дорогой Тираныч не всегда их проверяет, будем честны. Но все-таки. То есть, что ты вообще думаешь? Понятно, что правило есть правило, но вот в целом. Нарушили, грубо говоря, получили то, что заслужили. В их случае это дисквал. Слава богу, что не забанили. Вот. Честно, не хочется это никак комментировать. Там, что одна страна, что другая страна. Очень классные ребята. Но в любом случае, ты не думаешь, что дисквал это очень жесткая, очень радикальная мера к такому? Или все-таки это, то есть соразмерно? Я думаю, это размерно. Скажем так, они, когда это делали, знали, на что шли. Вот. И в их случае дисквал это вообще самое меньшее, что они могли получить, потому что они могли получить бан,
и пожизненный от компета, и не пожизненный, а так они получили просто самую мягкую меру наказания, это дисквал на 1 сезон. Так что следующий сезон придут с новыми силами, и, надеюсь, порвут все, что движется. Ну, возможно. А касательно, опять же таки, РМЛ, и вот, в принципе, такой киберспортивной площадки, за кем ты больше всего следишь? Неважно, парни или девушки, то есть из киберспортсменов, там, может, комментаторов, аналитиков, контент-мейкеров просто. Из киберспортсменов на данный момент сейчас идет ЕУЛ, Европейская лига. За нашими Да. ребятами слежу, за Virtus.pro, за имперцами. В рамках РМЛ слежу вот за Повезло и за МА4, которых уже нету. А касательно чертей, которые сейчас в Лиге претендентов, Hellraisers уже, извиняюсь, Hellraisers, да, они да. уже на ступень выше пошли. Сейчас начнется Челленджер Лига. Посмотрим, какие там у них успехи будут. Но за ними тоже очень сильно держу кулачки, то что они на челке всех порвут. Мы с тобой заговорили о мужском там киберспорте, скажем так, условно. Ты же наверняка играла и с парнями в команде, то есть именно в стаках с другими, с друзьями, то есть не только в женских коллективах. Ну да. А можешь рассказать, в чем отличие между мужским коллективом и женским? Ой, отличие по большей части в понимании игры. У парней и девочек разный опыт игры, разный взгляд на игру, разное понимание игры. С парнями играть легче, потому что где-то ты что-то не поймешь, они всегда тебя смогут сориентировать, там, что пойти, что сделать. Короче, они просто по-другому смотрят на игру. И вот именно вот это вот разный взгляд на одну и ту же вещь с разного пола, скажем так, да, парни и девушки. Мне кажется, по большей части парни объективнее и, скажем так, скрупулезнее смотрят на ситуацию и лучше ее видят, и лучше ее понимают. Поэтому с парнями мне играть нравится гораздо больше, но с девочками тоже неплохо. Скажи, именно поэтому, по-твоему, делится, так условно повторюсь, киберспорт на мужской и женский, что и турниры отдельно женские, и отдельно женские команды, то есть отдельно лиги женские, то есть, это насколько это целесообразно, и считаешь ли ты, что это, в принципе, приемлемо, что ли? Я считаю, что это целесообразно, потому что у девочек и парней разный уровень игры, но никто не запрещает девочкам играть в мужские турниры, грубо говоря. Тот же самый РМЛ, пытаться куда-то выйти, им никто не запрещает. Грубо говоря, бери, собирай свой женский стак и иди играй. Вот. Но у меня была, кстати, такая знакомая, которая говорила то, что она не хочет играть эти квалификации к РМЛу, потому что ей страшно играть против игроков более высокого уровня. И у многих девочек, кстати, есть страх там идти играть даже ранкет с не ноунеймами, потому что они лучше их играют. Для таких неплохо создавать там разные лиги, женские, мужские. Насколько я помню, есть немало девушек, которые прям и в мужских командах играют на профессиональной сцене. Та же самая Годес была, она играла в Cloud9, да, она играла в Америке. Вот. И Mages God тоже играла Пенсия, потом аналитиком Пента была. Есть девочки, да, которые чего-то добились. Просто многие не ставят себе цель чего-то добиться в этом, наверное. Это не то чтобы проблема, просто это как факт. Многие девочки просто не хотят идти куда-то в киберспорт и просто сидят, играют в игру и наслаждаются. Но в любом случае, ты считаешь, что женский киберспорт, он развился за последние пару лет хотя бы? Или он прям, стагнирует, скажем так? Я считаю, он определенно развился, особенно с недавним анонсом турнира, в котором я сейчас играю, Project Arena. Там очень много спонсоров, очень большая поддержка и от самих Ubisoft, и, насколько я знаю, они хотят проводить этот турнир 3 раза в год. Это достаточно много, с таким огромным призовым, и только для девушек. И тот же самый CCSV, женский CCS, но я считаю, он очень сильно развился. Есть сейчас турики женские, в которых призовой гораздо больше, чем европейских мужских. Вот, и у меня друзья на эту тему шутят, то что мы играем какой-то турик, там, РМЛ, 2 месяца, у нас призовой очень маленький, а вы тут месяц играете, и у вас огромные бабки. То что, пол поменять и все дела. Им никто не мешает тоже, знаешь, поменять пол. Да, им тоже никто не мешает. Скажи, ты говоришь о том, что все развивается, а какие у тебя вообще есть цели, планы какие-то, может, мечты даже касательно киберспорта и радуги? В плане киберспорта на данный момент самая такая глобальная мечта — это выиграть Project Arena. Потому что есть несколько организаций в Европе, именно у которых есть женские составы. Если я покажу, допустим, хороший результат на этой лиге, есть вероятность, что меня могут подписать в какую-то организацию и на зарплату, и на постоянные турниры участия. В общем,
вот пока что в перспективах это. То есть, грубо говоря, засветиться, чтобы где-то подписали, вот, было бы неплохо. А пока что довольствуюсь тем, что есть. Ну, это тоже неплохо. Нет, ну это круто, на самом деле. Подписание девушек — это такой достаточно большой всегда шаг, мне кажется, для организаций, потому что обычно они сначала основной состав, если все хорошо, потом они академию, если все хорошо, они там еще что-нибудь, и только потом женский состав где-то вот на задворках, но если готовы подписать, это будет очень круто. Я надеюсь, у тебя все получится. Спасибо большое. Можешь, пожалуйста, пожелать что-нибудь вот своим фанатам, друзьям, подписчикам и так далее и тому подобное? Фанатам, друзьям, подписчикам хочу посоветовать, как сказать, не посоветовать, пожелать, чтобы у всех все было хорошо. У меня есть один очень классный девиз по жизни, то, что нужно не строить мечты, а ставить цели. Вот. Если у кого-то есть какие-нибудь цели в киберспорте, именно касательно радуги, если ставить цели, тренировки упорные, то у всех все обязательно получится. Спасибо Вот, большое. всех люблю. Вижу цель, не вижу препятствий. Классика, да? Да. Все очень круто. Спасибо большое. Удачи вам на турнире. Спасибо И вообще огромное. в целом удачи.